Дорогие друзья, вот собственник данного металлолома в защиту этого экземпляра мне сказал и вспомнил классика, да, Генри Форда, который сказал, что самый лучший автомобиль это новый. С ним можно согласиться, но не в этих реалиях. Генри Форд, если бы сел за руль данного экземпляра, он бы взял свои слова обратно. И это факт. И данное высказывание, оно в принципе не работает на российском автопроме и китайском тоже. Всем привет! У меня сегодня обращение к Ульяновскому автомобильному заводу. Слушайте, научите меня, пожалуйста, как можно за 2 миллиона продать 2 тонны 100 килограмм чермета? Я тоже так хочу. Я буду собирать металл и сдавать за эти деньги. Блин, если вы примете, я вам по 500 тысяч привезу. За тонну примите, пожалуйста, у меня. У нас сегодня на обзоре, как вы уже поняли, УАЗ пикап. То есть... смотрите, вообще, в принципе, это был Патриот изначально. Они его подрезали, кузовок приляпали, и получилась новая модель. Понимаете? По документам я все перепроверил, я все посмотрел. Это получился УАЗ пикап, это не Патриот теперь. В передней части вы не определите, там Патриот, а здесь пикап. Так как это у нас пикап, и у нас, в принципе, здесь акцент на такой легкий грузовичок. Смотрите, минимальный объем грузового отсека данного экземпляра у нас получается 1200 литров. Максимальная 2200. Но максимальная из чего складывается? Если, в принципе, вы дилеру докинете 1150, вам поставят вот такой вот еще купол сюда. Пластиковый, там, со стеклами, конфигураторов миллион. Если вам это не надо, здесь можно тоже всякие закрывашки, крышки пластиковые. Короче, у них все есть. Давайте дальше. Смотрите, по практичности. Свес огромный. Плюс здесь есть труба. Чтобы туда кто-то, наверное, не заехал или не зашел, или кто-то обламывался. Ну ладно. Пикап. Сегодня у нас будет очень много про качество. Первое качество, так как это у нас пикап, да, грузовой автомобиль. Закрытая крышка. Она закрыта. Я забыл вам сказать, что этот автомобиль новый, ему всего 2 дня, как его приобрели. Вот это нормально вообще? Пока мы здесь. Сборка Ульяновского автомобильного завода. А что, нельзя обрезать-то, что ли? Ну, вот этот вот хомутик пластиковый нельзя обрезать. То есть это должны сделать собственники за 2 миллиона рублей. 2 миллиона рублей. Хомутики. Провода висят. Все это забивается снегом. Все это сгнивает и превращается в труху. Качество покраски ужасное. Вот даже... Вся вот эта шагрень, все это сгнивает. Смотрите, у нас максималка, у нас есть камера заднего вида. В салоне вам обязательно покажу ее качество. А точнее ее отсутствие качества. Производители, а вот эту запаску кто должен на место ставить? Русский богатырь? То есть ее должен автомобиль купить человек физически очень крепкий и выносливый. Да? То есть вы в автосалоне, значит, поставьте какой-то силовой стенд, чтобы сначала чувак подошел, то есть взял там либо штангу, либо гири, да, то есть если смог поднять, блин, ладно, все, у вас пикап тебе подходит. Если не смог, свободен, мы тебе не продадим, ты запаску не сможешь поменять. Все классно. Болт, да, откручиваем, запаска падает. Плюс вот здесь вот болт, то есть вы в любом случае испачкаетесь, ну, чтобы ее снять. Она упала. Чтобы на место ее поставить, здесь нету никакой лебедки, здесь нету ничего вспомогательного. То есть сделали бы там, как у американских автомобилей, вот знаю на эскалейдах конкретно, то есть лебедка через раму проходит. Раз накрутили, все, опустили, подняли, вопросов нет. 2 миллиона рублей. Слушайте, это не 200 тысяч, это 2 миллиона рублей. Оптика, как и на обычном Патриоте, обычная галогеновая. Хорошо, что все симметричное. Это прям небольшой плюсик. Проводочки идут прямо вот здесь вот за бамперами. Все висит, все будет
сгнивать, отваливаться, будете постоянно паять. Ну, такой конструктор российский, да, как позволяют вообще государства выпускать эти автомобили в линию. Смотрите, вот внутри пластик. Сегодня не очень холодно, но он очень дешевый пластик, он очень жесткий, он звенит как стекло, понимаете? То есть там внутри пусто, а там внутри будет гнить. Автомобилю, я еще раз скажу, 2 дня. Смотрите, вот я отряхну, смотрите, все вот эти пластиковые клипсы, они даже уже не дощелкнуты, они уже вылетают, смотрите. Все пластиковые клипсы, все пластиковое крепление вылетает. Кузов, смотрите, пока я здесь. Давайте я вам покажу. Кама. Резина, которая стояла с завода в этом автомобиле. Самая ужасная резина, которая существует на рынке. Это самая дешевая, самая ужасная, самая некачественная. Некачественная почему? Потому что она кривая. Ее отбалансировать невозможно. Это небезопасно ездить на такой резине. Друзья, если все-таки кто-то впоролся и купил вот этот чермет новым, да, выкидывайте эту резину. Она вам не нужна, на ней убиться можно. Это реально конструктор, который нужно с новья дорабатывать. Вот я пообщался с сервисменами, с собственниками. Вот вы новый автомобиль купили. Вот сейчас этот автомобиль должен поехать на сервис на полную протяжку подвески. Ну и всего остального, да, то есть каких-то узлов, агрегатов. Я это помню, там в 80-х годах наши отцы, деды это делали, да, когда покупали, отечественные новые Волги, новые Жигули, они их загоняли и там полностью протягивали. Вот сейчас, 2024 год, с конкретными экземплярами УАЗа нужно делать то же самое. Очень много интересного. Смотрите, новые автомобили, здесь сразу царапина. В принципе, на заводе и дилеры, которые продают, не парятся, не исправляют. Смотрите, вот сделаю вам кусок металла, который не хватало, они натянули и, видимо, молотком отстучали. Смотрите, какая волна пошла. Прям реально волна. То есть это все видно. Резинка на стекле неровная. Вырез, даже вот этот вырез неровный, смотрите. Сразу проблема, через год все вот эти швы, они будут ржаветь. Даже если вы их обработаете снаружи, как раньше это делали, да, там мовиль, не мовиль, там без разницы, чем вы замажете, все равно будет ржаветь. Нереально исправить. Дальше, по зазорам, у меня пролазит палец. Новый автомобиль. Это новый автомобиль, друзья. Пролазит палец. Смотрите дальше, на дверях вмятины. То есть это говорит о качестве металла, то есть в линию пускают все вообще, просто все. Резинки, смотрите, резинки неровные, просто неровные, то есть как есть. Зазоры уходят, палец как? Здесь зазор меньше, здесь не пролазит палец, здесь пролазит. Смотрите, вот эта выштамповка, вот здесь вот тоже все сгниет. Смотрите, резинку прям подрезали ножом. Это трэш. 2 миллиона рублей, я не устану это говорить. Друзья, 2 миллиона рублей, вот из-под этой ржавчина прям будет течь через год. Зеркала, смотрите, внешне огромные, с повторителями. Смотрите, там даже диодик есть. Оранжевый диодик, молодцы, с Китаем договорились. Обзорность ужасная в зеркала, ничего не видно, хоть они и большие. Видимо, само расположение зеркала неудачное. Идем дальше. Капот. Капот — это вообще класс. То есть вот мы пришли к передней части, в принципе, мы подошли к автомобилю УАЗ Патриот, да, то есть хотя по документам у нас УАЗ пикап. Железо. Зазоры. Смотрите, дверь шла, раз, туда палец провалился. Просто крыло ушло чуть ниже. По капоту смотрим, смотрите, капот поднятый, автомобиль как будто после ДТП. По бамперам, смотрите, слушайте, здесь зазора нет совсем. Бампер утоплен вовнутрь, он будет тереть, да, то есть при движении, как вы многие знаете, особенно хейтеры, то пластик, он двигается на автомобиле. Это все рассчитано заводом, здесь они не парились. Сотрет краску, сгниет, значит, на год быстрее, понимаете, вообще просто не парится. Оптика. Не менялась, в принципе, с 2005 года, единственное, что вот просто добавляют диодов, да, количество. Первый... буду делать отсел Патриот, потому что пикап появился чуть позже. Первый Патриот появился, у него вообще не было ходовых огней, да, вот этой ленты. А потом появился рестайл, там появилась короткая. Потом появился еще один рестайл, там появился подъем. Потом сделали еще один рестайл, и лента ушла дальше. Но они потеют до сих пор. С 2005 года, ребят, фары потеют. Автомобилю 2 дня. Умывайки лобового обычные
Соски, привет, там, я не знаю, прямо из 70-х. Дальше идем здесь по зазорам. Здесь с бампером та же самая ерунда происходит. А здесь зазора нет, он утоплен вовнутрь. Здесь он вроде с зазором чуть выступает. Бампер с накладкой на крыле тоже все гуляет. Блин, вот как это вообще допустимо? То есть мы можем делать все, что угодно и диктовать еще свои условия по ценам, что ли? А Ульяновский автомобильный завод, вы прикалываете, разработчики. Вот такое ощущение, что для вас люди это терпилы. Я еще не добрался до технической части. Друзья, смотрите про техничку. Сейчас скоро откроем капот. Я вам расскажу, что с ним происходит. Расскажу, что дальше с подвеской происходит. Блин, будет интересно. Погнали. Ну, здесь немного с китайцами договорились, тоже диодики. Блин, здесь по зазорам вообще тоже печаль. Грусть, тоска. Ручки. Ну, вы помните, да, как у Владимира Владимировича ручка отвалилась на автомобиле УАЗ. Теперь техничка. Погнали под капот. Бух. Смотрите. Это как вообще может быть? Вот это что такое? Через сколько это отвалится? Ну ладно, по старинке. УАЗ пикап. Берем плоскогубцы, кладем сюда. И когда сломается вот это, будем тросик плоскогубцами натягивать. Ну, по старой схеме все же знают. Аморики для максималки. Ай, блин. Я так думаю, на сегодня это будет единственный плюс. Это аморики. Под капотом у нас ЗМЗ Pro. Смотрите, ульяновский. Внешне, вот внешне он реально похож на ЗМЗ, который раньше устанавливался на Газели. Но на самом деле, в принципе, это модернизированный 409 мотор. Со всеми своими проблемами и всем остальным. Куча меток, смотрите, краски у них много, розовый, зеленый. А здесь вы метили, сюда нельзя лазить, да? Завод-производитель. О, щуп масляный пометили, туда тоже нельзя лазить? Ну, в УАЗе, я думаю, что масло проверять надо каждое утро. Это вам не BMW. Здесь надо будет лазить и проверять. Меня интересует воздухозаборник. Вот он фильтр, вот оно дышло. И куда-то оно вышло. А это дышло вышло куда-то за решетку. Да. Да? Слушайте, я залезу и посмотрю. Здесь все в доступе, все нормально. Можно залезть, достать. Нормально. Высоко, с учетом просвета. УАЗ высокий, на раме. Все классно. Смотрите, по подкапотке. Вот этот кожух вентилятора. Со временем, чуть-чуть покатавшись, у вас подушки двигателя просядут. И вентилятор начнет задевать об этот кожух. Это норма, это поголовно, это идет на многих УАЗ Патриот и пикап. Следующая проблема по движку. Вот больше проблема была в 2016 году. Она была глобальная, у меня друзья ездили, у них в парке было очень много этих автомобилей, и там была поголовная проблема, обрывала цепь. То, что я слышал, обрывает ремни, да, но чтобы рвало цепь, это могли умудриться только на Ульяновском автомобильном заводе. Это было, от пробега это не зависело, это могло произойти на новом автомобиле через 2 недели, могло произойти через 50 тысяч. Здесь эту ситуацию поправили, такого обрыва нет, но здесь страдают больше головы, да, седла клапанов. По мотору 2,7 объем, бензиновый, 150 лошадиных сил, 235 крутящего момента, очень мало. На самом деле для этого двигателя в соотношении веса 200. Плюс-минус, да, зависит от конфигурации, комплектации, ну там разница, ну прям примерная 200 у всех. Механическая пятиступенчатая коробка у нас здесь. По низам, мосты, привода я вам сейчас расскажу чуть дальше, когда перейдем к подвеске. И вот это вот все чудо в совокупе, да, вот этого всего расходует 18 литров в городе. Это реальный расход. Если любители погонять, то вы за 20-ку уйдете. Мне было любопытно пообщаться с собственником, да, кто уже владеет таким автомобилем, владели такими автомобилями. На трассе расход 15 литров.
15. Но на ней ехать по трассе невозможно с большой скоростью. Это прям до 100 вообще, потому что здесь есть вибрация, потому что здесь у нас пикап, он прыгает, козлит, его нужно грузить обязательно, да, то есть хотя бы килограмм 300 в кузов надо класть. Зимой ездить вообще невозможно. Здесь там полный привод, да, но все равно за счет того, что он прыгает, козлит, сзади рессоры, блин, это небезопасно. Про безопасность тоже расскажу чуть позже. Здесь немного шумки под капот, прям совсем чуть-чуть, но этому автомобилю это не помогает. Закрывай. Блин, а высоко. А если вот кто-то низкого роста, а здесь нету ступеньки, как мне туда забраться? То есть должны еще и маленькие ноги быть, чтобы встать на эту петлю и туда, или вот так. Класс вообще, блин. Инженеры, разработчики Ульяновского автомобильного завода, вы зря едите свой хлеб. Смотрите, вот дорожный цвет данного экземпляра 210 миллиметров, но 200 миллиметров это от нижней точки. Это не от бампера вот эти полметра, а от нижней точки. А нижние точки, я так понимаю, здесь редуктора, передние и задние. Вот в России, как я уже неоднократно говорил, внедорожник, то это у нас обязательно мосты. Это вот в нашем случае еще и обязательно рама, да, но это вроде как бы пикап, но платформа одна и та же с Патриотом. В плане рамы, полностью шасси, да, всех вот этих мостов и редукторов. На конкретный экземпляр, на последний рестайл, автомобиль 24 года, Ульяновский завод решил измудриться и изменил систему переднего моста. Теперь у нас здесь появились привода на шрусах. Давайте я попробую забраться и показать. Эти шруса, да, идут, и привода уходят, смотрите, как бы в металлический кожух моста, потому что многие говорят, что здесь полноценный мост убрали, где были полуоси. Сразу скажу про полуоси. У меня у друга был автомобиль 2009 года, обычный Патриот, дизельный с ивековским двигателем. Так он эти полуоси рвал каждые полгода. Мощности двигателя было много, и он их просто срывал. Опять же, разработчики не тестируют автомобили, конкретно УАЗа. Вообще никакие не тестируют и не заморачиваются ни про ресурс, ни где у вас что развалится, нигде что у вас отвалится. То есть вы можете уехать на рыбалку, а оттуда вернуться на заднем приводе или вообще не вернуться, если вас никто не вытащит. И это норма. Конкретно эта конфигурация, она боится воды. Смотрите. Сапуны обязательно поднимаем под капот. Туда попадает вода. Но вода на самом деле вот в эту конфигурацию попадает отовсюду. Через сальники. Если вы будете кататься по лужам, по бродам, вы сразу едете на замену масла. Если вы этого не сделаете, вы сразу попадаете примерно на 190 тысяч рублей, если полностью это все поменять. Я позвонил, потому что вчера своему другу, который работает на дилере вот этого Чермета, да, по-другому назвать не могу, который мне сказал, что, блин, хорошо, что эти машины есть, у меня есть всегда работа, да. И когда я спросил, расскажи мне, пожалуйста, про проблемы данного автомобиля, мне сказал, да дня не хватит тебе рассказать. Здесь ломается все и постоянно. То есть это конструктор. Если вы хотите, если у вас руки растут из правильного места, и вам надо постоянно из дома сваливать в гараж, ваш вариант. Ремонтировать будете каждый раз. То есть любая поездка в грязь, вот даже просто мне сказали, говорит, вот в грязь выехал, в нормальную, да, в покатушке покататься на этом экземпляре, но это же рамный внедорожник, который себя позиционирует именно как внедорожник больше, я не говорю там про трассу и все остальное, потому что на трассе она некомфортная. Мне сказали, покатался, готовь 100 тысяч рублей, отрыгивает постоянно и все. Заднюю подвеску. Смотрите, сзади у нас рессоры, в принципе, как на газелях, и мост, все без изменений. Барабанные тормоза, опять же, ни о какой безопасности речи не идет, типа их там утопить сложно, но туда все равно вода попадает, как бы проблемы с этими тормозами частые, все эти цилиндрики, все это закисает, работает непонятно, некорректно, да, то есть есть здесь система АБС. Кстати, бак теперь один. Просто по УАЗам раньше, помню, всегда было с двух сторон, там примерно по 40 литров в баке, сейчас один, 68 литров. Подножка,
за которой все гниет очень сильно. Вот эта накладка, за ней тоже все гниет. Смотрите, все насколько неровно. Вот эта подножка, она выше, это ниже. Блин, долбаный УАЗ, я уже где-то себе руки обрезал. Впереди дисковые тормоза. Отличились, молодцы. Хотя бы вы знаете, что существуют дисковые тормоза. Спасибо, потому что я помню, на старых УАЗах, на козликах были барабаны и впереди. А дальше про карданы. Крестовины необслуживаемые. Блин, закисают, клинят ужасно. Ну вы чё? Ну, блин, ну сделайте тогда обслуживаем. Раз вы делаете конструктор, с которым нужно постоянно ковыряться в гараже, сделайте обслуживаемые крестовины тогда, что ли. Проблемы данного автомобиля не заканчиваются никогда. Тут не бывает такого. Они хотели, я не знаю, в книгу рекордов Гиннесса, чтобы люди не смогли пересчитать проблемы данного автомобиля. Ну, я думаю, что они попали. Смотрите, проблемы по электрике. Как я уже сказал, там в задней части из-за того, что тут пикап, там провода висят по низу, все это открыто, все это сгниет. Следующая проблема в передней правой части. Вот здесь вот в салоне автомобиля есть блок комфорта, так называемый. Это единственное, что в этом автомобиле комфортное. Это блок. Все, больше комфорта здесь нет. Смотрите, глючит центральный замок из-за этого блока, да, то есть машина может открываться, закрываться, какие-то двери открывать, не закрывать, стеклоподъемники глючат периодически. Прям вот все, что касается салона. Конкретно этот экземпляр еще очень любопытно посмотреть насколько корректно работает климат-контроль, допустим, летом. Зимой, потому что, ну, кондиционер не включается, по большому счету работает печка. Еще одна проблема данного экземпляра — это вот эти ручки, да, то есть передний, задний, именно изнутри. Они отваливаются. Еще проблема, там идут тяги, они тоже периодически слетают. Это норма. Обшивка очень жесткая, тактильно неприятная, очень тонкая, отсутствует шумоизоляция. Смотрите, сейчас я заведу автомобиль. Кстати, у меня в кармане есть изобретение 3 заводов России. Смотрите, вот этот вот ключ от данного экземпляра, да, очень похож на ВАЗовский. Теперь он у нас еще и ульяновский, да? А есть еще одна фишка, смотрите, вот этот вот ключик. Здесь только меняется название. Это газовский ключик, вазовский ключик и ульяновский ключик. Он вообще присутствует везде. Я думаю, что они у нашего государства попросили очень много миллиардов, чтобы им изобрести вот этот ключ на 3 завода. Красавчики вообще. Сейчас я заведу это чудовище. Ульяновский автомобильный завод нас обманывает очень жестко. Максималка 2 миллиона рублей. Смотрите сюда. Включаем зажигание. Что мы видим? Круиз-контроль. Так. Парктроники. Так. А у нас этого ничего нет. А у нас нету парктроников, нету круиз-контроля, нету, а лампочки есть. Откуда вы украли эту панель? Вы эту панель где-то украли. Ой, он заводится без сцепления. Небезопасно, кстати. То есть, если автомобиль не будет работать ручник, а он не будет работать очень быстро, машина на скорости сможет завестись и уехать. Безопасность на нуле. Смотрите, по бортовому компьютеру здесь цифровая километров в час. Скорость он показывает цифровую, время, температуру. Ну, с ума сойти. Они точно ее где-то украли. Максималка здесь 140 км в час. Зачем вы нарисовали 200, непонятно. Ручка держаться и молиться не поможет. Про безопасность. Вот я вот уже начал говорить, да? Смотрите, сделаю вставку. Не так давно у меня знакомые попали в ДТП на УАЗ Патриоте. Знаете, с таким автомобилем, как Datsun. Ну, это русский автомобиль с японским названием, и двери подходят от Лада Гранта. Вы поняли, что это за автомобиль, да? УАЗ Патриота согнула раму. Я думал, что рамный автомобиль
и в случае ДТП, которые происходят там, допустим, по низу, да, то есть где страдает рама, то пострадают все, кроме этого автомобиля. Я заблуждался. Я думаю, что многие тоже люди заблуждались, потому что конкретно УАЗ, пикап, УАЗ Патриот, если попадает в ДТП, у него эта рама гнет, такое ощущение, как будто она чуть толще фольги. Сейчас вам еще прикол покажу. Смотрите, чтобы отрегулироваться, у вас должны быть руки, ну я не знаю, ну 1,5 метра походу, чтобы дотянуться до регулировки, чтобы отрегулировать сиденье вперед-назад. Если вы будете невысокий и у вас будет живот, знаете, как вам надо будет это сделать? Я вам сейчас покажу. Вот так вот выходите, вот так вот туда залазите, раз, подвинули, это чтобы вы похудели. Потом, раз, вы сели, не подошло, опять выходите, опять, короче, регулируете, потому что если у вас живот, короткие руки, нереально сделать. Просто инженеров на Ульяновском автомобильном заводе нет. Реально неудобно. Так, есть лифт, очень жесткий, по пластику задевает, неудобно. И, кстати, я понял, где я царапаю руки, здесь везде очень плохо обрезан пластик. Понимаете, то есть вот эти вещи, он с заусенцами, и можно травмироваться. Своих детей не сажайте в этот автомобиль. Убогие дворники, сейчас прикол. Это прикол просто. Регулировки есть? Есть? Смотрите, как он еще умеет. Он еще и влево-вправо двигается. Смотрите, вот эта фигня болтается. То есть им можно вот так вот регулировать и танцевать, короче, здесь. И убиться. Все. Друзья, в продолжение об эргономике и удобстве данного автомобиля, помимо вот этих болтающихся рулев, смотрите, педаль газа мне очень неудобно. Вот сейчас зима, да, как бы я упираюсь вот в эту стенку. Расстояние между педалями очень маленькое. Вот смотри, я одной ногой могу нажать на 3 педали. Просто я могу ногой нажать на 3 педали разом. То есть есть же, да, вот это понимание, там стартовать с 2 педалей, да, на спортивных автомобилях, ну, как бы заряженных автомобилей, да, то есть там М-ки какие-нибудь, там АМГ настоящие, то есть там 2 педали зажали, тормоз и газ, да, там одну отпустили, а здесь я могу 3 педали зажать. Просто, блин, вы что творите? Очень неудобно, эргономика на нуле просто. Датчиков света нет, датчика дождя нет, максималка 2 миллиона рублей. Есть обогрев лобового стекла полностью. Насколько качественно и долго он будет работать, я не знаю. Эргономика автомобиля просто бомба! По-другому не скажу. Есть подлокотник. Слушайте, я бы его подколенником назвал. На него только ногу можно положить. Как можно сюда руку положить? Это, знаете, это спать надо. А нельзя было повыше сделать? Ну, для людей просто, понимаете? То есть, ну, для человека, который будет... Подлокотник. Как на нем ездить? Блин, я уже не говорю про то, чтобы он ездил вперед-назад. До него просто дотянуться надо. Блин, ну, трэш. Рычаг, все как надо. Кстати, есть доработка. Убрали вибрацию с этого рычага. Но вот на холостых, но все равно вот он живет своей жизнью. Он такой побалтывается. То есть, ну, у него все нормально. Когда там разболтается еще больше, то он вообще вот здесь вот ходить начнет вот по этой части. Опять для людей. Блядь, давайте, это на заводе они так думали, давайте сделаем подстаканники, давайте, а куда поставим? А куда-нибудь. И они их поставили сюда, вот попробуйте теперь сюда стакан поставить из-за этого рычага. Просто стакан с кофе попробуйте сюда поставить, да у вас в жизни не получится. А если еще и вы поедете на 5-й передаче, да вы вообще туда не доберетесь. Дешевый пластик. О, можно ремонтировать, смотрите. Ручник можно заодно подремонтировать. Причем, смотрите, даже ничего откручивать не надо. Достал и сразу ремонтируй. Классный автомобиль. Ну, саморезы это вообще это норма. То есть, ну, это прям без этого никак. А чё? Вот еще есть. Заначка. Слушайте, вот я об эту штуку уже поцарапался. Реально. Вот не передаст камера. Друзья, просто оплавьте хотя бы, пожалуйста. Ну, это реально уже, ну, уже просто не шутки. Комплектация у нас максималка, климат-контроль есть, однозонный, но есть. Обогрев заднего стекла, зеркал и обогрев переднего стекла. Аварийка по центру, в принципе, удобно. По климату крутилки все просто, направление
Все банально просто, больше вообще ничего здесь нет. Теперь посмотрим, как работает камера заднего вида. Смотрите. Нужно подождать несколько минут, и, может быть, сработает камера заднего вида. Есть как бы отображение, да, траектории, но лево-право рулем крутим, ничего не меняется. Дальше думаем сами. Реально, я по зеркалам заеду назад быстрее, чем включится эта камера. Ужасно. Следующий прикол. Мне жарко уже стало, но жарко, потому что автомобиль заведен. Кстати, это все собственники УАЗа разных рестайлингов, да, то есть, понимаете, вот у Иномара как происходит? Выпускается автомобиль, люди тестируют, да, то есть тестируют инженеры, разработчики, потом это идет в линию, люди покупают, тестируют, и в рестайлингах дорабатываются автомобили, да, убираются детские болячки, какие-то косячки, какие-то рекомендации, какие-то частые обращения к дилеру, да, то есть и начинают их исправлять. В России с точностью да наоборот. Мы вам сделали автомобиль, вам что-то не понравилось? Мы вам еще хуже сделаем, как вот с мостом получилось в данном экземпляре. То есть вот в данном экземпляре лучше вот этот передний мост выкинуть и поставить старый. Будет надежней, понимаете? У нас делают только хуже. По безопасности совсем все грустно. Как я уже сказал, да, то есть кузов гниет, кузов неровный, кузов кривой, напаянный, то есть они не модернизируют, качество покраски они не улучшают, качество металла они не улучшают, только ухудшают и удешевляют. Но цену за этот чермет 2 миллиона рублей. Бардачки. Вот в этот бардачок можно положить перчатки, а вот в этот вот бардачок можно положить детские варежки. Все. Документы сюда не уберутся. Вот единственное, что вот эта вот сервисная книжка, да, от УАЗа. Они, походу, для нее и делали. Про тепло, комфорт в салоне. Комфорта нет, тепло есть. До того момента, пока работает печка и заведен автомобиль. Как только вы заглушили автомобиль, буквально через 3 минуты вы начинаете замерзать. Это бензиновый вариант. Ее просто выдувают. Она реально, она дырявая. Вот смотрите, вот здесь есть уплотнитель, он очень тонкий, но у меня вот, смотри, раз и палец туда улез. Ну, просто. Сами понимаете, если этот автомобиль поэксплуатировать и похлопать дверями там в течение года-двух, да, то здесь дыр будет больше. А были экземпляры еще дизеля. Я это запомнил на всю жизнь. Что такое дизельный УАЗ? У меня у друга был дизельный УАЗ 2009 года. Один раз в минус 27 мы завели этот дизельный. Тяжело, но завели. И нам нужно было доехать в область 30 километров. За эти 30 километров я устал, как будто я проехал пару тысяч на нормальном автомобиле, ну, усредненном. В каком плане? Вот мы едем, у нас печка направлена на лобовое стекло, да, в минус 27. Ну, оно отогревается на ходу, скорость там примерно 80-100, да, то есть дальше страшно ехать зимой на УАЗе. Боковые стекла у нас раз и замерзают. Мы направляем на боковые стекла, на себя, хотя бы немного погреться. Я грелся за счет обогрева сидений. Здесь тоже присутствует подогрев передних сидений. И сделано здесь более грамотно. Там был совсем кожаный салон. Здесь как бы кожаные вставки по бокам, тряпка здесь. Вот. И мы грелись только за счет этого. Потому что когда мы направляли потоки воздуха на нас и на стекла боковые, замерзало лобовое стекло на трассе. Замерзало. Как вы это делали вообще? И делаете, продолжаете дырявые машины. Ужасно. Друзья, смотрите, здесь есть у нас прикуриватель, да, можно как бы, ну, заряжаться. Смотрите, производители, вот у меня уже терпение заканчивается, я честно скажу, вы твари. Вы конченые твари, создав вот это. Смотрите, вот об этот кармашек, да, в который, ну, вот таким образом что-то засовывается, он острый. Вот конкретный автомобиль, он острый. Я уже порезался. Мы что, люди, должны резаться и заражаться? И вот этих вот моментов по автомобилю очень много. Вы твари, производители. Дальше по салону. Смотрите, но где вы вот это взяли? Вот это что такое вообще? Ну, вот это что такое? Позорники. Наружу саморезы. Что, нельзя крышечки пластиковые сделать? 2 миллиона рублей.
убогое зеркало, маленькое, вообще ничего в него не видно, никакого автозатемнения нету, ничего нету. Но с китайцами договоритесь, дадут они вам это зеркало с затемнением за копейки. Здесь есть вызов SOS, да, какой-то ГЛОНАСС. Не поможет в этом автомобиле, безопасности нет, она здесь прям на нуле. Смотрите, вот тоже пока здесь, вот я сейчас с трудом выключил полный привод. Ну вот просто ситуация, это автомобиль, там, я не знаю, для деревни, да, вы живете в деревне, и так получилось, что вам надо дать этот автомобиль супруге. Вот она на заднем приводе сейчас, да, вы сказали, что приедете, пожалуйста, на этом автомобиле. Чтобы включить полный привод, это беда. Здесь, конечно, все нарисовано, да, то есть вот он алгоритм, как бы вперед, направо и назад, да, то есть включаем полный привод и понижайку. Я не могу включить полный привод, то есть если я застрял, я устал. Не включается. Включаем первую передачу. Если вам повезло, вы немного трогаетесь, так, оп, и у нас включился полный привод. А если я уже посадил этот автомобиль, как мне включить полный привод? Друзья, смотрите, а здесь на раздатке есть нейтральные передачи, которые не даст поехать, как на Шниве. Смотрите, у нас первая передача, третья передача, и мы никуда не едем. Зачем это сделано? Хейтеры, напишите мне, зачем нужна нейтраль на раздатке? Вот эти резинки, они лопаются. И провода, которые внутри, да, вот выходят из металла, там в двери, они тоже приходят в негодность и лопаются. Из чего вы делаете это все? Ладно, с кузовом все понятно, чермет. Провода тоже с чермета берете? За 2 миллиона рублей. Посмотрим, что на втором ряду сидений. Вот вообще пикапы, они сами по себе неудобные для пассажиров. То есть сюда можно засовывать только терпил, и кого не жалко. Но есть ручка. О, смотрите, шов, который сгниет, еще один, который сгниет. Слушай, а они специально делают так много швов? Оп. Ух ты, слушайте, а здесь прям проблема. Да, вот я поднял подголовник на самый максимум. Гипотетически, опять вопрос безопасности. ДТП, в заднюю часть догоняют, да? Инерция, ударяешься назад. Во-первых, об этот подголовник сломаем шею, вот с моим ростом, да, то есть я вот сижу высоко, а спина вертикально, неудобно, да, то есть 90 градусов. Ты ударяешься, и еще головой ты разобьешь вот это стекло. Помимо того, что ты свернешь себе шею, ну и то это в максималке, а в бюджетках подголовника нет. То есть здесь вы просто тупо вылазите в кузов. Ужасно. Просто ужасно. Место над головой есть, посадка неудобная. Для задних пассажиров ничего нет, кроме вот этих вот кармашков. Слушайте, они острые. Разработчики, вы что? Ну твари, что? Максималка, стеклоподъемники. Отключены. Есть режимов авто, естественно, нет. Ручка раз, ручка два. Вот за эту держаться, но она вам не поможет. Безопасности у автомобиля нет. Заходить, выходить неудобно. Вот, сиденье далеко сюда. Как бы здесь вы не задеваете, но угол двери должен быть больше, чтобы был комфортней заход. Передние двери маленькие, ну, заходить, выходить тоже неудобно. Вот эти части сгнивают насквозь. Смотрите, резинки уже все кривые, да, то есть все гниет. Эти резинки кривые. Я вам показывал, да, то есть, ну, если ее изнутри поджать, там палец как раз пролазит на улицу, поэтому и выдувает. Здесь, смотрите, кузов неровный сварен. Просто кузов неровно сварен, да? Вы видите, друзья? Ну, 2 миллиона рублей. Чермет. Смотрите, по конкурентам. Основные конкуренты у этого автомобиля, они будут все на вторичке, да? То есть в этом диапазоне цен в районе 2 миллионов рублей. Я специально там взял, да, там диапазон там от 1 800 000, там, ну, примерно до 2 200, да, вторичку. Там очень много интересных экземпляров. Да, они уже в возрасте какие-то, да, то есть я даже нашел Dodge Ram 2005 года, там машине почти 20 лет, да, блин, ну она в офигенном состоянии, реально. Есть там большой выбор. По годам непонятно, да, то есть там разбеги у пикапов у всех почему-то большой. То есть на примере L200 приведу, да, Mitsubishi L200. То есть за 2 миллиона есть автомобиль 2008 года, да, и за 1 800 000 есть автомобиль 2017 года L200.
блин, там плюс-минус комплектации, да, отличаются, но разбеги в ценах колоссальные, очень много подготовленных автомобилей. Смотрите, конкретно мое мнение, да, вот я вообще никогда не рассматривал себе для покупки пикап, но мне доводилось на них покататься. Самые комфортные два экземпляра я знаю. Это Volkswagen Amarok. Это автомобиль универсальный, да, если он вам нужен как грузовик, как пикап, и он очень комфортный на трассе. И Dodge Ram. С разными конфигурациями. Ram там 1500 он идет, которые посвежее, они возились и дизельные экземпляры, это то, что прям мне очень нравится. Они обалдеть какие комфортные, они обалдеть какие проходимые, они обалдеть какие надежные. Все эти автомобили с пробегами по 300. Вот это чудо 300 не выживет. Даже 50 тысяч без поломок и пробегов проехать не может. Это невозможно. Если кто-то и сможет это сделать, это надо прям автомобиль сразу в музей отправлять. То есть они разваливаются, я уже рассказал. Разваливается все, плюс неудобно, некомфортно, плюс даже вот новый экземпляр, да, то есть можно травмироваться в салоне автомобиля, просто эксплуатация без попадания в ДТП. Смотрите, вот это два экземпляра, ищите их, если вам нужен пикап. Есть еще такие автомобили, как Toyota Hilux, Mitsubishi L200, Ford Ranger и Ford F-150 попадались мне экземпляры. Ну, они мне как бы не очень нравятся. Toyota и Mitsubishi, они не очень комфортные на трассе. Они прыгают, они козлят. Их нужно грузить, как и вот это ведро. Вот. То есть вот это ведро, его тоже нужно грузить, чтобы он не прыгал и не козлил. На заднем приводе на ней ездить зимой вообще опасно. Соответственно, выбор есть, то есть я бы сделал выбор в любом случае на вторичку. Сейчас я посмотрел, в городе у нас попадаются Китай, но китайский автомобиль я в принципе не воспринимаю как автомобиль. Ну, так же, как и вот это ведро. Друзья, и все владельцы вот этого чермета, у всех, у кого гарантия, пожалуйста, возвращайте дилеру через суды по гарантии эти автомобили, возвращайте стоимость нового автомобиля за этот чермет. Это реально, по кузову, по ржавчине, по гнили, они не проходят, они сгнивают за 2 года. Возвращайте все, пусть начнут уважать вас. Владельцев вот этих автомобилей, если вам уже они нужны и необходимы. Заставьте Ульяновский завод просто раскошелиться на бабки. Либо разработать действительно автомобиль для людей, а не для терпил. Всем пока!